И как только я попробовала просто там в течение 3 дней держать этот баланс, сразу в работе начались изменения, да, то есть в лучшую сторону. Сразу пошли клиенты. Взяла себе дорогое такси, доехала до дома на бизнес-классе, ну, чтобы прям кайфануть уже по дороге домой. Тоже основной смысл – это делать без ожиданий, да, прям вот кайфовать без ожиданий, прям как будто ты серфишь просто и балдеешь от этого. Проще просто всё отпускать, и приходят другие возможности, и эти тоже возвращаются в другом каком-то виде. Я пользуюсь, и вижу уже результаты, все настолько оживило. И главное, что заставить себя наслаждаться. Просто смотришь и думаешь, боже, ну вот, ну, когда ты уже прошел этот путь, и кажется, что это легко, да, и наблюдать за людьми, все равно тоже какие-то вещи открываются. Позже, когда вам будет 50, вы просто пожалеете каждый свой день, который вы провели вот в таком состоянии. В чем для вас был самый главный смысл того, что вы прожили за эти 11 дней? У вас была какая цель? Цель была умножить 13 раз доход. Да, цель была умножить 13 раз доход, и в течение 13 дней я поняла такие смыслы. Это надо следить и держать баланс между мужскими и женскими энергией. Я все время сконцентрирована на работе и как бы действую в этом направлении, да, и забываю про себя, про то, что надо отдыхать, про то, что надо наполняться красотой, то, что меня вдохновляет. Вот. И как только я попробовала просто там в течение 3 дней держать этот баланс, сразу в работе начались изменения, да, то есть в лучшую сторону. Сразу пошли клиенты, поэтому, как мы обычно делаем, направляем туда энергию, где наше желание, да, а баланс не держим, и оттуда идет отток. Поэтому вот для меня это был основной вывод. Даже вчера, закончив работу в 8:30, я помнила про баланс, взяла себе дорогое такси, доехала до дома на бизнес-классе, ну, чтобы прям кайфануть, уже по дороге домой приехала. К сожалению, бросила пить, теперь вином не расслабиться. Ну, в общем, приняла ванну и, короче, как-то насладилась. Ну, вот, закончила приятно. И сегодня утром все это опять откликнулось большим количеством клиентов, которые хотят встречаться, работать и дальше. Это очень ценно, то, что вы сейчас сказали. Давайте мы сейчас это еще конкретнее сделаем. То есть правильно ли я вас понял, что для того, чтобы вам успешно и эффективно двигаться, вам требуется заботиться о себе и постоянно следить за тем, что вы наполнены и кайфуете? Да, мне это очень нужно, потому что я кайфую только от красоты и комфорта. Вот, поэтому мне за этим нужно обязательно следить. Хорошо. И правильно ли я понял, что как только вы начали за этим следить, у вас пошли возможности? Да. Смотрите, здесь еще такая штука есть. Вы слышали про дизайн человека? Что? Слышали про дизайн человека что-нибудь? Слышала, да. Ну, вот смотрите, там есть 4 базовых энергетических типа у человека. У вас, по-моему, манифестирующий генератор. Или просто генератор. Ну, ладно, сейчас. Генератор – это кто такой? Это творец. То есть это тот, кто использует свою сакральную энергию, то есть сексуальную энергию, для того, чтобы делать какие-то, рождать что-то, да, плоды какие-то нести. Тем более вы женщина, вы матка, вы мать, вы рождаете. Все. Вот. И что важно для генератора? То, что генератор никому не нужен, вообще никому, когда он в расстройстве, когда он недоволен. То есть ключевая фишка генератора в том, чтобы все время быть довольным. Генератор может быть доволен только тогда, когда он делает то, что ему нравится. Что еще, какие смыслы вы для себя увидели? Еще тоже основной смысл – это делать без ожиданий, да, прям вот кайфовать без ожиданий, прям как будто ты серфишь просто и балдеешь от этого. Потому что когда мы начинаем ожидать, мы все равно продолжаем бить в эту же точку и бьем, и бьем. А если мы без ожиданий, мы идем легко, там, стрельнули в эту точку, нет, пошли дальше. Ну, не то, что нет, а просто вот как бы просто давать, да. Я бы даже сказала, что давать в виде служения. Вот я даже сейчас экспериментирую, беру, у меня, ну, если углубиться в работу, там, мне надо позвонить человеку, и я просто слежу, в каком даже я намерении звоню ему. Если я прям хочу
просто ему что-нибудь подарить, да, вот то, что я знаю, свои знания. Я звоню, он берет трубку и не может просто, мне уже хочется закончить разговор, потому что, ну, уже лишнее, да, а он прям не может насладиться и хочет общаться. А если я звоню, просто думаю, ой, надо быстренько позвонить, закрыть эту задачу, и все. Там даже трубку не берут. То есть я прям сижу сейчас, вот это вот эксперименты ставлю такие, и могу потом там через 2 часа ему перезвонить с другим посылом, взять телефон в руки, и у меня опять все это работает. Как мы с вами оформим в одно прям предложение про смысл? Ну, смысл давать людям в виде служения без ожиданий. Вот, ну, для меня это так формулировалось. Еще есть смысл? Ну, отпускать, вот смысл тоже, вот отпускать, и тогда точно приходят другие возможности, потому что, ну, тоже где-то меня учили, да, что вот надо доделать там, да, вот, может быть, к этому надо доделать, но на самом деле нужно отпускать и легче ко всему относиться. Я очень консервативна, поэтому открою план и иду по нему. Уже другие обстоятельства, уже там, ну, поменялось все вокруг, да, а я вот решила, иду прямо, вот, ломая стены. Проще просто всё отпускать, и приходят другие возможности, и эти тоже возвращаются в другом каком-то виде. Но отпуская именно свою вот эту первоначальную мысль, как я решила это сделать. Просто на какие-то дела, ну, прям просто сместить фокус внимания с этого дела на какое-то время хотя бы, потом вернуться и уже свежим взглядом посмотреть, может быть, что-то по-другому. Ну, не так, что уперся и доделывать его, пока там или все не встанет, или все не завершится. Угу. Еще есть смысл? Благодарю. Ну, наверное, вот это ключевые, и они сейчас настолько для меня работают, что я прям вот пока вот так вот кристаллизовала себе, и этим пользуюсь. Ну, это очень качественно, на самом деле. Скажите, вы довольны этими смыслами? Вот тем, что получилось? Я довольна, потому что я говорю, я 3 дня как бы, вот они у меня вырисовывают, и я 3 дня пользуюсь, и вижу уже результат. Я говорю, сейчас все настолько оживилось. Если вначале все рассыпалось, то сейчас настолько всё оживилось, и все эти вещи работают, что, и, конечно, я довольна. И главное, что заставить себя наслаждаться. И еще, конечно, сделала для себя вывод, но я думаю, что это такой очевидный, что надо следить по календарю действительно за днями, потому что реально вот раньше, допустим, вне вызова я бы бросила все делать к чертовой бабушке, потому что вот состояние такое, что, ну, вот оно просто не прет, или ты что-то, ну, ты не знаешь, чего ждать от этого дня. А когда ты знаешь, что у тебя сегодня будет вызов, ты его встречаешь, и здравствуй, вызов, и проходишь его, да? А когда не знаешь, ты просто все бросаешь, а это ключевое неправильное действие. Вот, поэтому это тоже очень помогло, что каждый день ты знал, чего ждать, ну, по крайней мере, для меня это прям вообще огонь. Ты понимаешь, чего ждать, и максимально применяешь этот день к тому, что можно сегодня продуктивно сделать. Конечно, в группе работать интересно, потому что, наблюдая за всеми участниками, да, жалко, что у нас было мало, и не все ну, участвовали, да, но больше я почему-то за Екатериной и за Татьяной наблюдала, потому что вот это тоже там непозволение себе у меня уже в другой форме есть, да, но есть. И просто смотришь и думаешь, боже, ну вот, ну, когда ты уже прошел этот путь, и кажется, что это легко, да, и наблюдать за людьми, все равно тоже какие-то вещи открываются. Хотите что-то в качестве обратной связи дать другим участникам всех позволений? Ну, Татьяна вообще творчески супер красивая девочка. Я даже не представляю, как можно так себя загнать и не отступать в мир, потому что, ну, просто есть все данные. И творческий человек, и умеет творить красоту, и сама красивая, и молодость. Боже, когда вам будет 50, вы просто пожалеете каждый свой день, который вы провели вот в таком состоянии. Понятно, что это растет душа, и там что-то происходит, большая трансформация, но просто каждый день надо проживать по полной вообще и раскрыться. Я вот Татьяне прям желаю, чтобы... Спасибо большое, Юля, мне очень приятно слышать. Прям надо рвать эту жизнь себе, все себе любимой. И говорю, ну, такая красота и такая творческая девочка. И надо все это проявлять. И людям все это нужно. Спасибо. Вот. За здоровье.
Еще кому-то что-то хотите сказать, Юля? Ну, Екатерине большая благодарность, потому что мне, ну, в силу того, что очень много было работы, может быть, я не слишком анализировала, но в какой-то момент она меня подтолкнула на определенные мысли. Ну, то есть она мне тоже дала толчок, и деньгами я ее тоже отблагодарила, потому что, ну, прям реально ценно было для меня. И тоже там молодец, когда она в ванне снялась, думаю, боже мой, ну это же действительно, вот она снимается в ванне, боится там себя как-то проявить, я тоже там, ой, я сегодня не накрашенная там или что-то еще. Но это такая фигня. Самое главное то, что у тебя внутри, и то, что ты излучаешь. И вообще все прекрасно. Юля, спасибо большое. Я очень рада. На здоровье, да. Так что Да, это был очень продолжай. красивый урок. Я вас благодарю, Юля, за то, что вы прям так красиво это все проявили. И я лично для себя извлек из этого, что благодарить за уроки, которые дают люди. Ну, прям, это реально было круто и очень красиво с вашей стороны. Я думаю, вы многие вдохновились на поступках. Ну, я вот скажу, что когда получаю урок, я прям хочу отблагодарить человека всегда деньгами, потому что я тогда вот реально усваиваю этот урок, потому что если не отблагодарю, я могу через какое-то время просто обратно скатиться и забыть. А это для меня вот, ну, так ярко, потому что, ну, у меня и клиенты всегда, мы же вот, когда нам просто скажут спасибо, да, вот, или отблагодарят деньгами. Ну, мы, конечно, помним тех, кто сказал спасибо, ты молодец, да, а тех, которые деньгами отблагодарили, помним лучше. Поэтому для меня деньги – это энергия, я всегда стараюсь не для человека, а благодарить это человеку приятно, а мне урок, который запомнится навсегда. Какое ощущение от спасибо и от благодарю? Ну, отблагодарю, конечно, такое аж прям тепло разливается, радостно. От спасибо такое немножко дистанцирование. Вот, не в смысле не углубляться, но спасибо такое вот. Хочется продолжить. Спасибо не надо. Ну знаете, да, вот у меня спасибо, типа ощущение, типа еще давай мне. Ну, да. А благодарю, типа ок, продолжаем. Да. Вот, ну ладно, все, благодарю тогда. Переходим к следующему участнику.